Всем привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, и вы на канале о вязании. И это вторая часть видео, где мы с вами вяжем вот такого вот щенка. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео. Всем приятного просмотра! Для начала нам нужно сделать первые 8 рабочих петель. Для этого вторую петлю продеваем через первую, третью петлю продеваем через вторую. Следующую петлю от рабочей нити мы продеваем через первую и сразу же ее закрываем. У нас получилось первые 2 рабочие петельки. И чтобы первую петлю нам не потерять, мы можем отметить ее маркером. Дальше следующую петлю от рабочей нити продеваем через петлю, которая у нас уже есть. Следующую петлю вставляем в центр и сразу же ее закрываем. И повторяем опять. Продеваем петлю от рабочей нити через петлю, которая у нас уже имеется. Следующую петлю вставляем в центр и закрываем. И проделываем то же самое еще раз. Продеваем петлю от рабочей нити и следующую петлю вставляем в центр круга и сразу же ее закрываем. У нас получилось 8 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7 и 8. Теперь в каждую из этих 8 петель мы должны сделать прибавку. Протягиваем одну петлю за заднюю стеночку и одну петлю за переднюю стеночку. В одну петлю мы должны провязать по 2 петли от рабочей нити. И продолжаем так до конца ряда. В этом ряду мы должны протянуть 16 петель. И потом с первой петли мы ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. 3 петли мы протягиваем в каждую по одной. А в 4-ю петлю мы делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. И эту комбинацию 3 петли прибавка мы повторяем до конца ряда. В этом ряду должно получиться 20 петель. И начиная с первой петли ряд закрываем. Отверстие с изнаночной стороны затягиваем хвостиком от рабочей нити. И следующие 3 ряда мы вяжем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. Сейчас у нас в работе 20 петель. Протянули 20 петель, ряд закрыли. Провяжите эти 3 ряда самостоятельно. Вяжем следующий ряд. Протягиваем 7 петель в каждую по одной. 3, 4, 5, 6, 7. Далее мы вяжем 6 прибавок подряд. Первая, вторая прибавка, и 6-я прибавка. И до конца ряда остается 7 петель, протягиваем в каждую по одной. В этом ряду у нас получается 26 петель, и начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. Следующие 2 ряда вяжем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле.
У нас 26 петель и ряд закрываем. Провяжите эти два ряда самостоятельно. Далее вяжем следующий ряд. В первую петлю мы вяжем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. В следующую петлю у нас 1 петля. Дальше в третью петлю у нас опять прибавка, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И до конца ряда у нас остается 23 петли, протягиваем в каждую по одной. В этом ряду получается 28 петель, и с первой петли ряд закрываем. Далее вяжем 7 рядов без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. У нас 28 петель, и с первой петли ряд закрываем. Провяжите эти 7 рядов самостоятельно. Итак, мы провязали 7 рядов без изменений, в каждом ряду по 28 петель, и вяжем следующий ряд. 7 петель протягиваем в каждую по одной, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю петлю мы делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И за эти 2 петли мы будем ввязывать хвостик. Далее до конца ряда мы протягиваем в каждую по одной. Возвращаемся к нашим 2 петлям, где у нас была прибавка. Берем наш хвостик, и за эти 2 петли мы протягиваем хвостик через одну петлю и через вторую. И теперь с первой петли все петли закрываем. Итак, я предварительно набила тело наполнителем для того, чтобы показать, где мы будем устанавливать верхние лапки. Вот в том месте, где мы делали 6 прибавок подряд, на этой линии мы устанавливаем верхние лапки. Первую лапку и вторую. Вот таким образом. Итак, я установила верхние лапки. Теперь они у нас двигаются. Еще раз предварительно набила синтепоном, посмотрела, как это все ровненько у меня получилось или нет. И теперь я опять вытаскиваю наполнитель. Все до конца проверяю. И прежде чем набивать, беру вот такой вот большой сустав и вставляю в центр. И теперь уже после этого набиваю туловище. Опять же, пока только предварительно. Вот таким образом. И дальше следующий ряд мы вяжем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. У нас сейчас 29 петель. Протягиваем 29 петель и ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. Сразу начинаем с убавки. 1 убавка. Дальше 1 петля, 1 убавка. И продолжаем так чередовать. 1 петля, 1 убавка.
1 петля, 1 убавка. И повторяем так до конца ряда. 1 петля, 1 убавка. В этом ряду должно получиться 19 петель. И начиная с первой петли, ряд потом закрываем. Следующий ряд вяжем 1 петля. И дальше до конца ряда мы будем вязать одни убавки. В этом ряду у нас получилось 10 петель, и начиная с первой петли ряд закрываем. Итак, я уже установила ножки, так как под камерой это делать неудобно, поэтому сделала это заранее. Ножки мы устанавливаем от нашего последнего ряда примерно в 4-м ряду и устанавливаем их параллельно верхним лапкам. Опять же, это все на ваше усмотрение. Нижние лапки можно установить, если вы используете суставы, или потом пришить там, где вам больше всего нравится. У нас игрушка будет сидеть, лапки двигаются, ножки двигаются. Также мы полностью набиваем игрушку наполнителем и будем довязывать последний ряд. В этом ряду мы вяжем все убавки, 5 убавок подряд. Подхватываем 2 петли за переднюю стеночку и петлей от рабочей нити протягиваем через эти 2 петли. И вяжем так до конца ряда. Потом мы этот ряд закрываем и оставшиеся петли стягиваем. Для головы нам нужно сделать первые 8 рабочих петелек. Для этого мы делаем 2 петли, следующую петлю от рабочей нити продеваем в первую петлю и сразу же ее закрываем. Первую петлю отмечаем маркером. Дальше следующую петлю от рабочей нити продеваем через петлю, которая у нас уже есть. Следующую петлю продеваем в центр и закрываем. И проделываем так, пока у нас не получится 8 петель. Проверяем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. Теперь в каждую из этих 8 петель мы должны сделать прибавку. Прибавку делаем сначала за заднюю стеночку петли, затем за переднюю. В каждую петлю продеваем по 2 петли от рабочей нити. В итоге у нас должно получиться 16 петель, и с первой петли ряд закрываем. Дальше вяжем следующий ряд. 3 петли мы протягиваем в каждую по одной. 3. Дальше в следующие 10 петель мы делаем прибавку, то есть мы должны сделать 10 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка,
В одну петлю мы протягиваем по 2 петли от рабочей нити. 4, 5. И далее еще в следующие 5 петель также прибавка. И до конца ряда должно остаться 3 петли, и мы протягиваем в каждую по одной. В этом ряду получается 26 петель, и начиная с первой петли мы ряд закрываем. Отверстие, которое у нас получается, мы с изнаночной стороны стягиваем кончиком от рабочей нити и вяжем следующий ряд. 3 петли протягиваем в каждую по одной. Далее у нас 4 убавки подряд. Подхватываем одну петлю, вторую петлю и петлей от рабочей нити провязываем. Первая убавка, вторая убавка, третья и четвертая. Далее 4 петли в каждую по одной. 1, 2, 3, 4. И вот эти 4 петли, это у нас будет центр переда головы. Можно отметить маркером это место, чтобы у нас был небольшой ориентир. И дальше мы вяжем опять 4 убавки подряд. Первая убавка, вторая, третья и четвертая. И до конца ряда у нас остается 3 петли, и мы протягиваем в каждую по одной. В этом ряду у нас получается 18 петель, и с первой петли мы ряд закрываем. И далее мы вяжем следующий ряд. 3 петли мы протягиваем в каждую по одной. 2 убавки подряд. Первая, вторая убавка. Далее 4 прибавки, то есть в 4 петли мы должны делать прибавку. В каждую петлю по 2 петли от рабочей нити. За заднюю стеночку и за переднюю стеночку. Дальше опять у нас 2 убавки подряд. Первая убавка, подхватили одну петлю, вторую петлю и протянули петлю от рабочей нити. Вторая убавка. И до конца ряда у нас остается 3 петли, и мы протягиваем в каждую по одной. В этом ряду у нас получается 18 петель, и с первой петли ряд закрываем. Следующий ряд мы вяжем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. У нас сейчас в работе 18 петель. Протяните 18 петель и ряд закройте. Далее вяжем следующий ряд и сдвигаемся на одну петлю вперед. Просто сейчас протягиваем одну петлю и ее закрываем. И уже дальше начинаем вязать следующий ряд. 3 петли мы протягиваем в каждую по одной. Дальше у нас идет 12 прибавок подряд. То есть в 12 петель мы протягиваем 2 петли от рабочей нити.
И до конца ряда остается 3 петли, протягиваем в каждую по одной. В этом ряду у нас получилось 30 петель, и с первой петли ряд закрываем. Далее вяжем 10 петель в каждую по одной. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дальше у нас следующую петлю мы вяжем прибавка, протягиваем 2 петли от рабочей нити. В следующую петлю 1 петля. И вот эту комбинацию прибавка 1 петля повторяем еще 4 раза. Прибавка 1 петля. Прибавка 1 петля и еще 2 раза. И до конца ряда у нас остается 10 петель, протягиваем в каждую по одной. И в этом ряду у нас получается 35 петель, и с первой петли ряд закрываем. Следующие 3 ряда вяжем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной. У нас в работе 35 петель, потом с первой петли мы ряд закрываем. Провяжите эти 3 ряда самостоятельно. Итак, мы провязали 3 ряда по 35 петель, и мы продолжаем следующий ряд. Сразу же делаем убавку, подхватываем 2 петли за переднюю стеночку и провязываем петлей от рабочей нити. Следующая петля 1, дальше опять убавка. И теперь повторяем 1 петля убавка до конца ряда. 1 петля убавка. 1 петля убавка. Провязываем так до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 23 петли, и потом с первой петли ряд закрываем. И следующие 3 ряда вяжем без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной. У нас в работе 23 петли. Провяжите эти 3 ряда самостоятельно. Если у вас глазки и носик на безопасном креплении, то сейчас самое время их установить. Я устанавливаю носик, вставляем прямо вот сюда, вот в серединку, где у нас было отверстие. И защелкиваем. Установила носик, предварительно набиваем голову. И ищем наиболее подходящее место для глаз. Ориентируемся на наш маркер, то есть это у нас серединка. Вяжем следующий ряд убавка, захватываем 2 петли и петлей от рабочей нити протягиваем. Дальше 1 петля и опять убавка. И теперь повторяем 1 петля убавка до конца ряда. 1 петля убавка.
1 петля убавка и так до конца ряда. В этом ряду у нас 15 петель, и начиная с первой петли ряд закрываем. Но прежде чем до конца набить голову, мы должны установить ее на наше туловище. Итак, нам нужно установить пластину в голову, вторую часть от сустава. Для этого мы находим серединку, вот ориентируемся на носик. Вот здесь вот у нас серединка, и сюда мы ставим пластинку. И устанавливаем, соединяем вместе с туловищем. Установила голову, и теперь уже основательно мы ее набиваем. Уделяем особое внимание носику. Итак, мы набили до конца голову. И теперь довязываем последние ряды. Следующий ряд вяжем 1 петля. И дальше до конца ряда убавки. В этом ряду у нас получилось 8 петель, и с первой петли мы ряд закрываем. Вяжем последний ряд и делаем 4 убавки. Ряд потом закрываем, получившееся отверстие стягиваем. Далее ушки пришиваем самостоятельно и делаем утяжку мордочки. Итак, мы пришили ушки, сделали утяжку мордочки, и у нас получился вот такой вот щенок. У нас двигаются верхние лапки, двигаются нижние лапки, и также у нас двигается голова. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать. Лайк, подписка, комментарии. И поделитесь этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Если у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно мне об этом пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на мою страничку в Instagram. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!